Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! С вами Раиса Горяченко. Я сейчас хочу вам рассказать о прекрасных деревьях. Тема колоновидных и карликовых деревьев сейчас очень актуальна, потому что хочется на маленьком клочке земли высадить как можно больше разных деревьев. Но эта колоновидная слива очень особенная. Я купила 2 сливы, заказала в Полтавской области. Была реклама, и я решилась все-таки на такой шаг. И вот эта покупка меня вдохновила на новое, на создание новых деревьев. Почему? Эти деревья, эти сливы, были привиты на абрикос и на персик. Вот это большущее вот дерево, которое первое от края ряда, оно очень раннее, и уже мы съели плоды, я как-то упустила снять и показать. Там чувствовался чистый вкус сливы. А вот это деревцо, это просто уникальное деревцо, когда вот эти плоды съедаешь, когда вот спелые, ароматные такие, сначала вкус сливы, а затем идет вкус абрикоса. Нежный такой вкус абрикоса, а послевкусие персика. Если человек может проводить такие вот прививки, выращивать растения, почему бы и мне этим не заняться? И я вот в феврале этого года сделала первые прививки. Есть очень интересные уже успешные результаты, но еще не видно урожая. За год саженец только прижился, наращивает корневую систему. Я покажу вам обязательно через несколько лет свои результаты. Сегодня эти растюхи маленькие еще набирают рост, набирают силу и формируют корневую систему. Но вернемся к сливе. Слива снова же без названия. Очень интересно сейчас вот то ли название непонятное, то ли вот, как мне объяснил продавец по телефону, что эта слива привита на абрикос и на персик. Каким-то образом он это все время прививает друг на дружку. Очень вкусная, очень красивая. Ее даже листья очень любят вот эти новые вредители, просто обожают их. Я видела сколько раз, когда подходишь, они едят. Я хочу показать, вот какая она, эта слива. Слива с вкусом, сейчас она еще не очень спелая, когда поспевает, мякоть такая сочная. И вот этот вкус абрикоса внутренней при косточке, а потом в конце этот привкус сладкий, такой нежный, персиковый, вдохновил меня к новым, различным, очень интересным этапом моей жизни. Я сейчас покажу вам вот это тайное место, где я выращиваю будущие новые растения, то есть основание. Это подвой. Как только вкусное попадается, что-то очень красивое, ценная косточка, естественно, мы их собираем и высаживаем в землю. Здесь жесткие условия созданы, нам нужны крепкие, здоровые растения. Это очень вкусный был персик, и на него будут привиты вот эти сливы, которые я вам показывала. Я думаю, будет еще улучшен вкус, и обязательно у меня это получится, я верю в это. Причем я не только вот выращиваю вот из косточек персики, сейчас покажу вам еще один экземпляр. А здесь у меня еще абрикоса с косточки. Вот она весной зашла, вот, здоровая, красивая абрикоска, и она тоже будет в феврале месяце привита, а перед зимой я ее выкопаю и обязательно тоже попробую привить эту же сливу, очень вкусную, без названия, на абрикос. Просто интересно, что получится на персике и на абрикосе, если оно уже привито и уже готово к тому, чтобы жить именно на подвое, как сообщил продавец по телефону. Подвой взят из Польши, современный подвой для карликовых и колоновидных деревьев. А вот еще один саженец прямо у дорожки.
И тоже с косточки. И с этой косточки вот такой крепыш растет. Листья очень интересные, похожи на сливу. Но какая это была слива? Здесь рядышком есть и черный принц, и вот эти две сливы. Возможно, одна из них вот принялась, эта косточка, и растет. На нее тоже буду делать прививку этой прекрасной сливы. И завершая свое видео я снова у этой красавицы без названия. То ли это слива, то ли это абрикос, то ли это персик. Чем мне она очень нравится? Кроме того, что это очень вкусно, она занимает очень маленькое место. И на каждой веточке есть плоды. Причем плоды сверху донизу. Вот веточка удерживает вот такое количество прекрасных вкусных плодов до самого низа. И даже на самом низу, вот, и здесь слива есть. И здесь сливы примостились. Вот они там прячутся. И срок созревания, вот конец июля, и продлевается где-то дней 14. Можно вот первые сливы сейчас уже начали созревать. И вот это 2 недели вот такого вкуса. Получение удовольствия от вкуса, от этой красоты необыкновенной. Я думаю, что вот это дерево, вдохновившее меня на новые прививочки, на создание новых деревьев, тоже вдохновит других людей, потому что в наших садах должны расти самые разные, очень вкусные и приносящие радость плоды людям. С вами была Раиса Кириченко. Удачи вам и всего самого доброго!